Are you Korean? No. Я говорю по-русски. Всем привет из Пусана! Так получилось, что после того, как мы вернулись из России, сразу же на следующей неделе мы должны были ехать в Пусан, потому что тут у бывшего Жениного коллеги намечается свадьба, вот сегодня. Но так как свадьба в середине дня, то с утра мы решили походить по Пусану, что-то новое посмотреть. Мы были тут аж в 17-м году, еще задолго до Джуна. И я вообще на тот момент, мне казалось, я посмотрела все в Пусане, И вот сюда мы приехали, я думала долго, что же посмотреть, вроде все в Пусане уже видели. А оказалось, тут вообще так много всего появилось. Вот одно из этих мест, вот это вот железная дорога с поездами. Можно сесть на поезд, вот как мы сели, потому что там много мест и меньше очереди ждать. Или можно сесть на вагончики. Такие тоже интересные, но на них была большая очередь, так как они рассчитаны на индивидуально каждую группу, каждую семью. Или вот просто так идти. Тут вот вдоль моря, скорее всего, в таком случае бесплатно, так как это просто прогулочный маршрут. Соответственно, если вы на поезде, вот на вагончиках, можно на каждой остановке выходить. Если хотите, можно ждать следующего поезда или вагончика, или можно вот идти вперед. 자. Я думала, это птичка, а это бабонька. Ой, какие огромные. Размером с мою ладонь. Вот, ага, с ластами, с маской. Давай. Ну, давай. Фишкой этого места, да и вообще символом Пусана в этой поездке стали мосты со стеклянным полом. За день мы в разных местах обошли 3 таких моста. Выглядит безопасно, плюс вам еще выдают вот такие чудесные бахилки, что вы своими ножищами не царапали стекло. Меня очень порадовало, что все мелочи продуманы на ура, вплоть до детского и взрослого размера этих тапок. Блядь, какая красота. Руку досунули, вытащи. Молодец. Запах моря, звук моря, все кайф, красота, эти сосны. Но гребаные 32 градуса в сентябре. Я иду как в пакете. После свадьбы оставалось еще полдня, а так как на попе мне спокойно не сидится, в Пусане еще оказалось или построили, или просто когда мы тут были в первые 2 раза, сейчас уже 3-й, мы этого не заметили, есть красивая такая прогулочная зона вдоль с одной стороны горы, с другой стороны море. Называется Егиде. И вот в этот раз я думаю, ну что, надо, наверное, сюда пойти. А по картиночкам там все, в общем-то, так красиво, все выложено досочками, дощечками.
И я вообще что-то я не поняла, куда я сейчас иду. А мои мужики благополучно спят, маленькие особенно. Поэтому я тут вышагиваю одна. Только я ради красивых пейзажев попрусь на каблучках по лесу. Нет, если бы не свадьба, я бы, конечно, оделась подходяще. Ой, блин. Вижу нормальный путь. Этот звук цикады издают вечером, когда готовятся ко сну. Периодически вот эта хорошая дорожка сменяется камнями. И я чувствую себя так глупо, потому что, мне кажется, я вообще первый человек, который приперся, ну, фактически в горы на каблуках. Вот, сменилась как раз. Приноровилась. Чувствую себя теперь козой. Я что сюда поперлась, честно. Я была уверена, что вся дорога вот такая. Со ступенечками, с этими вот, с подмосточками. Я не думала, что тут будет половина леса. Если бы я знала, я бы сюда, конечно, не поперлась в этих вот. Но место на самом деле очень красивое. Если прийти сюда, ну, подготовленным, то ну что интересно можно увидеть, послушать вообще звуки, кайф. Вообще моя цель, наверное, была бы вон там. Мост, который выходит над утесом, по идее, было бы хорошо до тут дойти. Господи, змея. Я чуть не обосралась от страха с этой змеей. Господи, почему именно сегодня? Я змей видела, ну, раза два за все 9 лет, пока я тут живу в Корее. До сих пор я пребывала в некоторой иллюзии по поводу того, что, может быть, в Корее живут только ужики, которых можно не бояться. Но после этого случая я пробила информацию и выяснила, что в Южной Корее официально и с почетом живут представители 16 типов змей, которых можно разделить на 2 категории. 12 видов неядовитых уже и полозов, а также 4 вида ядовитых, преимущественно щитомордников. Глянула я старое видео с Чеджу, где мы наткнулись на змею, лежащую на экотропе. И, судя по окрасу, это был вполне себе ядовитый щитомордник. Что за змея была у меня под ногами в этот раз, я не смогла понять. Слава богу, она тоже меня испугалась и дала дёру. Чем примечателен этот случай, так это прежде всего тем, что по этой тропе постоянно шастают люди в обоих направлениях. Не проходит и 5 минут, чтобы кто-нибудь не прошел. И мне, ну, просто повезло.
Кто там ядовитый, кто нет, это можно понять по глазам, по типичному окрасу, пишут в интернетах. У ужей, значит, зрачки круглые, а у щитомордников вертикальные. Но что-то мне подсказывает, что если под ногами у вас змея, вы вряд ли будете приговаривать. Малышка, погоди, я загляну в твои зрачки. Да? Поэтому впредь ведем себя осторожно. Следок на сегодня. Мы завалились на пляж Куанали. Тут обещают дроновое шоу какое-то. Папа! Пойма! Мама, смотри, ты это сними лучше. Вот это. 내가 되게 학교식으로 만든 애들이 많더라고요. 근데 진짜 이게 중년에 그런 거 있는데 Я нашла Bumble в Корее. 그냥 캐스터까지 사는 거 다들 JTBC Да, это он. Класс. Только он называется не Bumble. Здесь вот мы сидим в кассе Бусана, и он называется Физ здесь. Кайф! На, попробуй. Какой? Нет, это кофе. Это кофе. Кирабу? Да. Эспрессо и апельсиновый сок. 근데 왜 맘? 네, 그런 거 좋아해요. 먼저 경험하는 거. Ну, 50대 называется он Bumble. С огромной этой льдыхой. 네네. И папа цокнется. Просто. Давай. Книги летают. Ты видел там, как один дрон упал Да, в море? он сейчас поднимется. Нет, он все. Мама, смотри. Мама, дроны все могут делать. Не все. Нет, человек это. Вот Но этого они могут делать. Они запрограммированы так летать. Мама, и дрон, который упал в море, вот сюда на пляж приплывет. Мама, смотри, самый главный дрон туда полетел. Мам, я пойду на шушу. На следующий день наш поезд был в обед, так что с утра мы еще успели сходить на пляж.
Немного необычно, так как пляжи в Пусане прямо в центре города. И я не помню, чтобы когда-либо я была на городском пляже, обычно всегда где-то на выселках. Но классно провести время это не помешало. Наша поездка была очень короткой, 1,5 дня. Но и в будущем, я уверена, Пусан сможет меня удивить чем-то новеньким. Поэтому не прощаюсь.